Друзья, всем привет! В этом видео мы сделаем текст по форме любого объекта. Мы нарисуем сердце и поместим в него два слова. Начинаем. Для того, чтобы нарисовать сердечко, нам понадобится инструмент прямоугольник. Рисуем вот такой вот прямоугольничек. Возьмем белую стрелку, выделяем две верхние опорные точки и скругляем их. Зальем сразу красным цветом. Теперь сделаем копию, зажимаем кнопку Alt и тянем в сторону. Теперь зажимаем кнопку Shift и поворачиваем объект на 90 градусов. Соединяем две части углами, выделяем их, заходим в обработку контуров и нажимаем кнопку Соединение. Дальше нажимаем кнопку Shift и поворачиваем влево на 45 градусов. Все, сердце готово. Сделаем чуть поменьше. Теперь нам нужно два слова, которые мы будем помещать внутрь. Они у меня уже готовы, это любовь и время. Слова не разобраны, их нужно перевести в кривые. Нажимаем на них, правой кнопкой мыши перевести в кривые или Shift-Ctrl-O. Отлично. И второе слово. Нажали, правой кнопкой мыши перевести в кривые. Теперь нужно немного скруглить углы букв, потому что когда мы их будем помещать в форму сердца, эти углы могут быть слишком острые и будет некрасиво. Выделяем слово, берем белую стрелку. У нас на каждом углу буквы появились манипуляторы. И тянем за любой из них. Тянем до нужного скругления. Возьмем, например, 1,21 пиксель. Отлично. И вот у нас такое же значение, вот написано 1,2077, 21. Мы это значение запоминаем, потому что на этих буквах нам нужно сделать то же самое. Можно даже попробовать его скопировать. Копируем. Теперь выделяем слово «любовь». Опять манипуляторы, видим, появились. И попробуем в скруглении вставить то, что мы скопировали. Выделяем Ctrl-V. Отлично, вставилось, теперь нажимаем Enter. Готово. У нас такое же скругление, как и на первых буквах. Теперь нужно сделать копию сердечка, только чуть-чуть побольше, чем оно есть. Выделяем его, заходим в объект, контур, создать параллельный контур. Смещение 10 пикселей, видим, насколько больше будет сердечко, в принципе этого достаточно. Нажимаем ОК, и можно его спрятать, оно нам пока не нужно. Теперь нужно сердце разрезать на две части. Это может быть любой разрез, он может быть прямой, под каким-то углом или каким-то полукругом, какой-то формой, все равно. Какой сделаешь разрез, такой и будет результат у тебя в конце. Возьмем инструмент перо, ставим точку здесь, здесь и вот так немножко ее загибаем. Теперь переводим с заливки на обводку, выделяем сердце и линию, заходим в обработку контуров и нажимаем разделение. Отлично. Сердце разделилось на две части, но оно находится в группе. Нужно его разгруппировать. Shift-Ctrl-G. Хорошо. И теперь осталось только текст поместить в эти части. Нажимаем на первое слово, зажатой кнопкой Shift нажимаем на первую часть сердца и заходим в объект. Искажение с помощью оболочки по форме верхнего объекта. Alt-Ctrl-C. Готово первое слово. Нажимаем на второе слово. Зажимаем кнопку Shift, нажимаем на нижнюю часть сердца. Опять объект. Искажение с помощью оболочки по форме верхнего объекта. Готово. Теперь делаем видимым наше сердце, которым мы делали копию. Здорово. И поменяем цвет на этих словах. Нажимаем на первое слово, нажимаем на белый цвет. Еще раз, еще не меняется. Заходим в объект, нажимаем кнопочку «Разобрать». ОК. И теперь пробуем поменять. Отлично. Второе слово. Объект, разобрать. ОК. И меняем на белый цвет. Ну вот мы смогли с тобой поместить текст в форму сердечка. Вышло здорово. Делай, пробуй что-то новое. Можно брать любую форму, можно брать любое количество разного текста, букв и помещать их, делать интересные такие формы. Подписывайся на следующие занятия, пиши комментарии, ставь лайки и до новых встреч. Пока.